Привет всем! Чудеса на пирсе продолжаются. Сегодня тусоваться будет Анфиска. Как видите, у нас полно уток. Семейство лебедей в составе 8 голов. Это наши голуби и 6 взрослых птенцов, которые не улетели. И, соответственно, которых мы теперь кормим. А уток просто какое-то огромное немеренное количество. Дело в том, что наше озеро, оно перевалочная база, так сказать, пункт остановки для уток, которые летят на юг. И так как климат меняется постепенно, озеро практически не замерзает, редко замерзает полностью зимой. Все больше уток начинают оставаться на зимовку. Хотя до Италии, в общем-то, тут лету несколько часов. Мы в 30 километрах от границы, там горный хребет, перелететь через горный хребет, и начнутся итальянские озера, где в принципе проблемы замерзания нету. Тем не менее, утки, все больше уток, я вот наблюдаю каждый год, вот эти стайки, которые остаются зимовать, становятся все больше и больше. Будет ролик у меня на канале, как я кормлю уток. Вот, они вышли на лед, и такая близкая съемка будет. Там просто месиво, просто огромное количество. Анфиске, соответственно, это очень нравится. Арчику тоже нравится, потому что утки, они на них как бы виртуально охотятся. Они наблюдают за ними. Вот смотрите, она устроилась прямо на снегу, на пирсе. Кругом утки. Окружили, смотрят. Они друг на друга смотрят. Тут лебеди. Голубка периодически подплывает, шипит. Голубка так зовут мать семейства лебединого. А отца зовут голубь. Такие имена странные. Думаю, надо подписаться. Котик Вилли дал хороший совет. Действительно, надо бы подписаться. Итак, у нас зима. А в этом году зима есть, но не самая холодная. А вот пока минус 11 самый большой минус. Вот котик Вилли наблюдает. У Вилли хорошая шуба, ему зима, не зима, ему все равно. Обычно в январе доходит до минус 15, иногда даже минус 18 может случиться. В этом году пока минус 11, и вот пошло уже на потепление. То есть холода были. Лебеди, утки, они вот такие температуры ночные, минус 10-11, они выдерживают, в общем-то, нормально. Для них главное, чтобы не замерзло полностью озеро. Но озеро, вот я сегодня выходил с утра, при том, что ночью было минус 11, озеро не замерзшее. Что интересно, один раз оно почти замерзло при всего лишь минус 3. При минус 3 градусах. Замерзание или не замерзание зависит в основном от наличия ветра. А если есть минимальный ветер, хотя бы какое-то волнение, рябушки по озеру, оно не замерзает. А вот если абсолютный штиль и вообще безветренно, то даже при минус 3 озеро может покрыться такой ледяной коркой. Вот видите, моя плавучая кормушка работает великолепно. С этой кормушкой, конечно, находка. На канале есть видео, как ее сделал. Потом я придумал под нее подставить поплавок. Она оказалась такой палочкой-выручалочкой. А когда нет лебедей, утки подплывают, перекусывают. А лебеди все 8, все восьмером могут кругом встать и есть. Мы закупили достаточное количество еды, специальной еды для водоплавающих. Это такая сухие смеси, гранулы. И насыпаем в кормушку несколько раз в день. Их еще кормят, другие соседи тоже подкармливают, они плавают. Если у них есть еда и озеро абсолютно не замерзло, никаких проблем, в общем-то, перезимовать нету. Поэтому я смотрю не только наши эти 8, а другие стаи лебедей, другие семьи лебедей тоже не улетели. По озеру несколько семей еще. Есть такая пара, которая к нам приходила, Маша и Максим. Они пару раз приплывали, оба раза были изгнаны голубем. Это лебедь территориальная птица, поэтому
на чужую территорию, как бы появление на чужой территории не очень приветствуется. Ну, котята у нас, видите, в окружении сугробов, вот у них по тропинке маршрут понятный. Они идут к пирсу, на пирсе развлечения, там уток гоняют. Они освоили новый трюк, который им очень нравится. В один из роликов я включу, увидите, в одном из роликов будет. То есть утки собираются где-то там на воде, сбоку от пирса на льду. Собирается большое количество уток. И когда Арчи или Анфиса видят, что их набралось уже много, они тогда стремглав бегут по пирсу. Утки, естественно, этого боятся и все вспархивают. Такое, и все полетели. Котятам это очень нравится. Нам тоже нравится, но котята просто в восторге. То есть разбежался, всех вспугнул. Вот такие у них развлечения с утками. Я заснял. В одно из видео будет. Ну вот, на полусогнутых, по тропинке идет, направляется. Делают засады. Значит, смотрите, было видео на канале про то, как цапля ловит рыбу. К моему огромному удивлению, видео посмотрели достаточно мало моих подписчиков. Это один из лучших фильмов. Это видео в реальном времени, близкая съемка, как цапля ловит, ест рыбу. Съемки действительно редкого качества. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, даже вот если вас интересуют только котики, посмотрите про цапель. Это все равно животный мир, скажем так. И там просто съемки такие редкие. Редко такое увидишь. Вот видите, это максимально в этом году так замерзало озеро. Там, где вода, там, где оно не замерзло, там проходит течение реки. Озеро, в принципе, это река, разлившаяся. Вот, и там, где течение проходит, а оно ближе к нашему берегу идет, там лед образуется позже. То есть там тоже есть какое-то движение воды, за счет этого лед образуется позже. Вот, смотрите, очередной визит на пирс, там беготня по пирсу. Наблюдаем просто, можно с террасы все это смотреть. Дело в том, что Арчику, во-первых, купили GPS-трекер, а во-вторых, я сделал ролик, не знаю, наверное, выйдет вскоре после этого, как мы с дроном следили за перемещениями Арчика. То есть воздушная слежка. Арчик тогда сбежал в третий дом от нас справа. И оттуда был возвращен домой. То есть Арчик у нас проблемный в том плане, что он выходит на лед, а по берегу, вдоль берега идет лед. И вот он по этому льду просто гуляет, путешествует по нашему селу. Что не очень хорошо. В этом году мы со снегом. Вообще это редкий год, потому что до этого такого, чтобы был постоянный такой стабильный снежный покров, я даже не припомню такого года, чтобы он лежал так долго. Обычно снег выпадает, неделю максимум пролежит, потом потепление, дождь, все. Смыло никакого снега и трава зеленая. А в этом году мы уже 2 недели со снегом. Посмотрим, как дальше пойдет. Не скажу, что котятам это очень нравится. Но, тем не менее, какие-то развлечения они тоже находят. В принципе, этот холод, эти минус 10, минус 11, они продлятся несколько дней. А потом идет потепление. Сейчас уже сегодня у нас, как раз когда я записываю комментарий к ролику, у нас идет такое потепление. Ночью было минус 11, а сейчас уже минус 2. И днем будет до плюс 1. И следующая ночь дает минус 4. То есть идет смена тренда на более теплую погоду. Нам все равно, у нас в доме тепло, у нас тепловой насос, который отлично работает. И я в том плане, что переживаю за лебедей, уток, за этих товарищей. Цапли к нам перестали прилетать в последнее время, потому что замерзли эти справа и слева от пирса, тростник, где цапля охотилась, где цапли ловили рыбу. А там сейчас лед.
Соответственно, им там уже их охотничьи угодья пока замерзшие. Вот. Но если это подтает, они снова появятся. То есть цапли наше место присмотрели, и я так понял, что им здесь очень-очень понравилось. Еще раз посмотрите про рыбалку цапли. Из других интересных роликов, которые выходили в последнее время, это кот Вилли в снежном плену и как мы его освобождали. Там тоже будут воздушные съемки, мы с дрона ситуацию контролировали. Вот, Вилли забрался на крышу, он просто спит на крыше, наш котик Вилли. Вот. И пока он спал, был сильный снегопад, и просто его завалило. И он очнулся, и вот из-под козырька крыши там смотрит на нас, вот, а выйти не может. Ну, вот нам пришлось там расчищать, пробивать ему дорогу. Посмотрите, интересный ролик. А мы с вами расстаемся до следующего раза. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!